Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Окна» на YouTube и Рутуб платформах Российского информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». С вами я, ее ведущий Фархат Ибрагимов. В нашей программе традиционно вместе с нашими экспертами и гостями мы обсуждаем, дискуссируем и говорим о наиболее важных и заметных событиях, прошедших как у нас в стране, так и за ее пределами. Мы сегодня поговорим о большой игре, о большой геополитике, о текущих процессах на Южном Кавказе, Центральной Азии. Поговорим сегодня о российско-американских отношениях и о ситуации на Ближнем Востоке. Все эти темы чрезвычайно актуальны, интересны, но они обсуждать их интереснее еще и с людьми, которые глубоко и профессионально разбираются в этой теме. И, несомненно, гость нашей сегодняшней программы один из тех людей, которые как раз-таки в этой самой теме и разбираются. У нас сегодня в гостях военный эксперт, профессор дипломатической академии Министерства иностранных дел России Александр Артамонов. Александр Германович, я вас приветствую. Добрый день, Фархат. Приветствую вас. Спасибо огромное, что нашли с нами время сегодня поговорить. Спасибо, Очень что пришли приятно. к нам От сегодня души. в студию. Знаем, что вы очень нашли на нас время в своем плотном графике. Очень за это вам признателен, Александр Германович. Мы очень часто с вами говорим про большую игру, про геополитику. Мы с вами разговаривали о том, вообще, как строится политика на постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке. Это те темы, которые вам очень интересны, вам очень близки, и вы знаете о них не понаслышке. Вы знаете, я, смотря на все то, что происходит сейчас в отношениях между Россией и Западом, это деградация отношений не по нашей вине, понятное дело, а потому что противоположная сторона просто не хочет нас слышать. Но мы наблюдаем, к сожалению, эту турбуленцию уже не один год. Ситуация очень сложная. Многие ваши коллеги подчеркивают, что чуть ли не катастрофа может приблизиться, если в конечном итоге вот эта вся дипломатическая миссия дипломатов и политиков, она будет провалена. Вообще, как бы вы сегодня охарактеризовали уровень отношений между Россией и Штатами сегодня в регионе постсоветского пространства и вообще в мире в целом? Вы знаете, на самом деле, Фархат, вы задали настолько комплексный вопрос, Да. что его ответ потребует, скорее всего, в неком телеграфном стиле Прошу вас. обозначить хотя бы основные пункты. Мгм. Если посмотреть на политику Соединенных Штатов Америки, надо все-таки понимать, что США на Ближнем Востоке никогда не играли самостоятельной роли с точки зрения осмысления, исторически, естественно, той ситуации, которая там складывается уже не первое столетие, и уж тем более той ситуации, которая складывается на Южном Кавказе. Для меня в данном случае игроком является англосаксонский мир, что объединяет Великобританию с США. И первая скрипка все-таки, конечно же, является Великобритания, которая исторически присутствует на Кавказе, присутствует совместно с Францией на Ближнем Востоке и строит свои уже не первый век особые отношения, во многом доверительные, иногда очень своеобразные, с Анкарой. И действительно, если это не брать в расчет, а также противоречия, существующие исторически между Лондоном и Тегераном, то фактически невозможно понять, в какую, извините за выражение, катавасию попали американцы со своими наскоками на, ну, я бы сказал, очень древнюю, ближнюю и центрально-восточную цивилизацию, то есть основа Евразии, если так взять. Это не пустые слова, не разгон темы и не попытка дать какую-то, я бы сказал, квазинаучную преамбулу, а скорее действительно, на мой взгляд, вопрос постановки, правильной постановки задачи, цели. Чего хотят американцы на Ближнем Востоке, если так посмотреть? Мгм. Американцы, фактически поставив несколько десятков баз в регионе, желают вроде бы как командовать регионом. Но, с другой стороны, командовать регионом, в котором они мало понимают исторически, достаточно тяжело, потому что народы, будь то, естественно, я едва не сказал Иранская империя, но давайте говорить исторически Персия все-таки, потому что там и Белуджи, естественно, и прежде всего азеро-тюрки, а второй по численности исторический контингент, народ внутри Ирана, естественно, сами по себе персы, и не только, и курды в том числе. То есть это, да, это получается очень сложное сочетание интересов достаточно разнородных народов. И уж коль скоро я начал говорить об этом, говорить о таких, я бы сказал, оппозициях, как, допустим, Ливан относительно Сирии, ведь исторически Ливан – это просто кусок Сирии, выдранный из тела Сирии французским оружием, мы это понимаем великолепно, или брать Османскую империю, конечно же, османы
имеют свои интересы и будут всегда их иметь вплоть до Ливии, потому что удивляться, если не приходится, никто сегодня, пересекав границы, завтра не уберет зону влияния той или иной великой страны. А, конечно же, Турция была и остается великой, теперь говорят, региональная держава, но, извините, можно по-разному говорить. Я всем людям среднерусским предлагаю вспомнить, смотрели ли они «Великолепный век». Все они смотрели «Великолепный век», все они великолепно знают, кто завоевал Константинополь, поэтому уже исходя из этого можно сказать, что, конечно, Турция свой неизгладимый абсолютно след в истории на сегодня оставила, и, конечно, турки об этом помнят и не могут не помнить. И вот тут получается, что американцы никак самостоятельной политической линии проводить сами не в состоянии. Но по той простой причине, что ее не существует. Они хотят контролировать регион, они сделали ставку на Израиль. Но ведь надо понять, что Израиль не ждал, опять-таки, США, чтобы существовать. Давайте возьмем классификацию Андрея Школьникова как сетевая страна, сетевое государство, которое было всегда объединено единой религиозной традицией, естественно, исторической памятью, кровью, и оно никогда не уходило. Кстати, попытка вернуться на святую землю, для всех трех религий святую, делалась несколько раз, помимо известных крестовых походов, где на 100% присутствовали интересы ломбардских, в том числе еврейских банкиров, в том числе это делалось и в эпоху Ренессанса, Кватрученто, через Италию. Уже об этом писал Марк Хальтер, мой хороший знакомый, и я бы сказал, кстати, посол доброй воли между Францией и Израилем. И действительно, это не то, что США продвинули как свой собственный проект. Этот проект существовал всегда. Поэтому получается, что американцы в данном случае похожи на такого гиганта, как слон в посудной лавке, который пытается что-то такое отстроить, поворачиваются, бьют горшки в этой самой посудной лавке, но параллельно-то сами по себе ничего более-менее, я бы сказал, конструктивного породить не в состоянии. Другое дело насчет британцев. У британцев исторический интерес всегда держать Иран в ослабленном положении. Мы понимаем, почему это началось относительно России. Мы с вами на русской площадке беседуем. Я, как и вы, россиянин, по этому поводу, естественно, буду говорить, исходя из наших интересов. Да, безусловно. Так вот, с эпохи Павла I действительно Великобритания делает все возможное и невозможное для того, чтобы не получилось того самого экономического союза Российская империя Персия, чтобы не было выхода к Индийскому океану. И это настолько туризм, что на нем даже останавливаться не хочу, потому что любой человек, более-менее ознакомленный с центральной и ближневосточной проблематикой, это хорошо знает. Я бы отметил следующее. Британцы, в отличие от американцев, всегда проявляли удивительную последовательность в решении поставленных перед ними задач. Раз. И второе, всегда, в принципе, рассматривали все остальные народы не более как пешки в той сложной игре, которую они ведут. Опять не общее место. Если брать Россию, то у нее абсолютно другая линия. Это не панигирик, вот такой по принципу 25-го кадра России относительно плохой Британии. Это скорее констатация факта. Россия, будучи наследницей Золотой Орды, включала народы в свою орбиту, воленс-ноленс, как говорится, волей или неволей, хочешь не хочешь, но далее эти народы становились частью России без всякого поражения в правах и вплоть до выхода на самые большие верха империи. Что не скажешь о Британии, которая что только не творила с Индией и Да, со всеми остальными. абсолютно верно. А у Британии, у нее сохранение некого примата вот этих белых англикан, англосаксов, которые правят из Сити всем тем, то, что они считают не более чем фигурами на шахматной доске, у них вот такая, ну, как угодно относитесь к этому, нацистская, не нацистская, давайте не кидаться страшными словами, я бы сказал, националистическая политика при сохранении своего острова по принципу править Британия морями. Я не берусь их критиковать, это их линия, она исторически существует. Но исходя из этого, любой народ, который имеет дело с Соединенным Королевством, обязан это учитывать в своих раскладах. Мы открываем книгу Макиавелли, «Государь», мы ее читаем, и мы понимаем, что не только он, но и Суньцзы, и все остальные всегда ставили на том, что нельзя по принципу ребенка в песочнице, то есть маленького человека, вот сказать, вот с этими я не дружу, а с этими дружу, вот этих мы сейчас обнулим, а с этими мы будем иметь дело. Политики так не строятся отношения, тем более на Востоке. Вот как раз мы накануне записывали интервью с
депутатом белорусского парламента, и как раз мы обсуждали отношения между Минском и Ереваном. Они довольно напряженные, как известно, да, премьер Пашинян необоснованно делает претензии в отношении президента Беларуси, и некоторые общественные деятели из Армении вдруг начали заявлять о том, что если они хотят, чтобы, ну, белорусы, чтобы с Арменией были отношения хорошими, откажитесь от контакта с Азербайджаном. Что, конечно, коллега из Беларуси отреагировал довольно так, очень довольно четко, что это глупость. Вот как раз то, что говорите сейчас вы, что мы не можем дружить ради кого-то против с кем-то и там это смешивать одно с другим. То есть мы с Арменией выстраиваем отношения по-своему, с Азербайджаном по-своему, как бы, и это очевидно. Я ваши мысли могу только подтвердить, тем более, что Беларусь только что поприветствовала Зеленского и в День Украины направила ему, как я знаю, телеграмму, при том, что Беларусь является частью союзного государства России и Беларусь. Мы все хорошо понимаем, но каждая страна имеет право на некую свою суверенность. Я, кстати, всегда подчеркивал, что, может быть, любое отношение, хороший наглядный пример, к тому, что и как исторически складывалось по Карабаху, но есть просто признанные правила игры. Это очень важно. Первое, получается, мы сейчас говорим о том, как вот надо, насколько я понимаю, вести политическую линию. Первое, нельзя отрицать никого, тем более, что если у вас есть прагматический интерес в данном партнере и игроке, неважно, Британия ли это или кто-либо еще, если только вы с этой страной в данный момент не воюете, все понятно. Второе, надо все-таки договариваться о международно признанных границах и их уважать. Я всегда подчеркиваю, что 4 резолюции ООН признают границы Азербайджана незыблемыми, и наряду с этим Россия все 4 резолюции, все 4 акта ООН всегда признавала. Всегда признавал, всегда. Россия считает несколько старомодным рыцарем, который играет по международным правилам. Я не считаю, что она старомодна. Говорил, мне кажется, и на вашей площадке здесь, и говорил в других местах, что Россия, на мой взгляд, я знаю сейчас, какое количество людей начнут кидаться тапочками в экран, но, извините, я здесь ни при чем. Россия была, есть и остается восточной державой. Она остается по типу восточной державы, она может мнить себя сколько угодно европейских корней, и по крови, да, есть Европа и по завоеваниям, приобретениям, по исторической зоне, но 70% территории находится в Азии. Методы, которые исповедует Россия, абсолютно восточные, в хорошем смысле этого слова, дорогие мои, утешьтесь, я ничего плохого, естественно, не скажу. А знаете в чем? Потому что на Востоке уважают слово. Это точно. Договоренность. И на Востоке всегда говорили, что худой мир лучше доброй ссоры. И никто не собирается отрезать голову у коммерческого торгового партнера, если можно с ним договориться и каким-то образом отстроить отношения. По принципу лучше я растяну конфликт во времени, неважно, Китай или Азербайджан, Персия или Россия, чем вместо этого двинуть танки там, по принципу группы «Центр», Третий Рейх и пытаться кого-то обнаружить. Это поэтому наверняка Россия удивляется, мягко говоря, скажем, вот той непоследовательности европейцев, французов, немцев, которые сначала говорят одно, а делают совсем другое. Поэтому, собственно говоря, мы удивляемся. Смотрите, Фархад, коль скоро мы договорились о правилах, получается следующая картина. Россия, и, мне кажется, никто из акторов, то есть из игроков региональных, когда этого не отрицал, никуда не денется ни из Дагестана, ни с Южного, соответственно, Кавказа. Ну, да. А там останется всегда. Коль скоро так, все стороны, не сейчас, так через 20, 30, 40 лет, как угодно, история очень длинная, будут договариваться. И договорятся обязательно. Тем более, что кровь и религия, как правило, одна и та же, присутствует с обеих сторон границы. Поэтому были самые разные отношения. Я всем пытаюсь приводить конкретные примеры. Пожалуйста, даже у Азербайджана с Турцией в свое время был Эрзрум, как исторически все мы знаем, люди, знающие регион. Да, это было 400 лет назад, как мне говорил Расим Мусабеков, известный политик из Мили Меджлиса. В Азербайджане, да. Да, в Азербайджане. Кстати, я с Расимом занимаю позицию диаметрально часто расходящуюся по ряду позиций, но тем не менее, ну да, он был вынужден с нами согласиться, когда я ему напомнил про Эрзрум. Ну и что? Теперь это братские народы. Язык очень близкий, религия, неважно, шииты, сунниты, все равно едины. То же самое относится и к России, относится всех игроков. А вот западные страны действительно пользуются контекстом ближневосточным в своих собственных интересах. Вот это очень настораживает, потому что как Америка, которая может в Европе сделать любой расклад, включая попытку взрыва Курской АЭС, я надеюсь, что этого не дойдет, а Америке все равно. Они на той стороне океана. Да, у нее доктрина Монро, она, я вас умоляю, даже если завтра умрет весь мир, и хватит 2 континентов, чтобы там существовать. Еще всего Тихого океана с островами. И с Новой Зеландией, с Австралией. Но нам-то не все равно, мы соседи. Да. У нас, извините, да, вот нас Дуваново, как бы вот этот ваш забор граничит с моим забором, мне никуда деться физически невозможно. И исходя из этого, только одно. Вот не надо пускать чужих игроков очень глубоко в свою игру, ими можно пользоваться, я вот прагматик до мозга костей,
Но всегда надо помнить о том, что с ними, скорее всего, вам, как говорят христиане, детей не крестить, и в любом случае пользоваться это не значит, как пускать к сердцу. Но игнорировать их часто нельзя, потому что не мы установили эти правила игры. Да, это точно. Вот и все. Ну вот смотрите, по поводу игроков внешних, что называется. Вот Армения сегодня, член ОДКБ, член Евразийского союза. И отложим в сторону азербайджанский вопрос, потому что, ну, сейчас здесь о российско-армянских отношениях. И вот даже вот я до этого упомянул про белорусско-армянские отношения. Ну вот приехал Лукашенко там в Баку, а тут отправился в Карабах, в Шушу отправился, значит, сказал теплые слова Ильхаму Алиеву. Из-за этого в Ереване начался просто необоснованный набор претензий, собственно говоря, предъявили. И вот в то же самое время Армения, которая все еще, а я бы хотел напомнить для наших зрителей, что она не уходила никуда, ни из ЕАЭС, ни ОДКБ, вдруг решила пригласить французов и американцев. Вдруг ли? Это такой, знаете, вопрос риторический. Причем, что самое интересное, Макрон, который терпит фиаско, но это сейчас вы лучше расскажете, потому что вы глубоко специализируетесь по Франции, знаете лучше, как никто другой, терпит фиаско в Африке. У него одни сплошные неприятности самой Франции, да, мы это видели по итогам выборов в Европарламент, недавно, которые прошли 2 месяца назад. И он теперь таким образом пытается отыграться, зайдя на постсоветское пространство, или что? И почему Армения так рьяно к этому стремится? Вы знаете, Фархад, вот На это ваш взгляд? напрямую, мне кажется, продолжение первой части нашего с вами разговора. История с Францией началась для Франции, для России с момента, когда Россия решила вернуться в Африку. Мы не раз это обсуждали, поэтому я просто не более чем намечу пунктиром Да, пожалуйста, конечно. тему, иначе мы уйдем от Кавказа, но и от Ближнего Востока в целом. Но в любом случае Россия решила вернуться к статусу великой державы. Великая держава имеет по определению, по дефиниции, по терминологии интересы на любом другом материке и континенте. Россия не присутствовала в Африке достаточно долго. Когда она вернулась, создала свою зону влияния, и все страны известны. Разбирать детально не буду, хотя, естественно, французскую Африку я знаю и работаю по ней. Но от упору министр иностранных дел Франции Ле Дриан, в прошлом министр обороны Франции, и сейчас он по-прежнему политический деятель, но сейчас уже не министр иностранных дел, естественно. Так вот, обратился к Сергею Викторовичу Лаврову, насколько нам известно, и попытался, осмелился, я бы сказал, заявить, Африка – это наша. Россияне, пожалуйста, вы не суйтесь туда. А это что, их собственность? Что-что? Это их собственность получается, Ну что ли? вот так вот Франц-Африка, есть такое историческое понятие, но Сергей Викторович, исходя из того, что именно Россия исповедует абсолютно формальное отношение к вопросу, но есть суверенное право любой страны заниматься любой другой страной. И неважно, кто ты, Россия, Азербайджан, там, кто угодно. Венесуэла, с которой, допустим, тоже Иран дружит, где Иран, а где Венесуэла, да, вы как иронист хорошо это знаете. Но в любом случае он это воспринял как афронт, я про нашего министра, и со всем присущим ему стилем отряхнул Ледриана с ласком своего пиджака, потому что я понимаю, что Ледриан, как экспансивный француз, что даже цеплялся, уж совсем нарушение всех правил, нарушение этикета элементарного поведенческого, дипломатического, и сказал, ну, извините, мы без вас. Когда я передаю общий смысл реплики, без вас тут решим, где мы находимся, что мы делаем. Франция решила ответить. И ясно, что за этим скрывается глубоченная подоплека экономическая, потому что у Франции просто нет физически урана, то есть она пытается банковать, то есть играть при условии, что энергетика у нее подорвана, как корабль торпедой, после того, как она теперь не имеет доступа к дешевому африканскому урану. Это 80 с лишним процентов энергетики Франции. То есть это основа ее отношений даже с Германией, с которой у нее строились экономические договора по принципу перетока электроэнергии, производимой на атомных электростанциях Франции, относительно Германии. И тут Франция себе буквально начинает стрелять в ногу. Идем к Кавказу и к России. С Россией, чтобы быстро завершить эту тему, как-то на вашей площадке мы тут принимали в прошлом главу крупнейшего французского энергетического консалтингового холдинга «Сифаль» Жиля Реми. Жиль Реми годами был советником Елисейского дворца по вопросам энергетики, атомной энергетики. Был очень чистым французом, я его знаю лет 40. Еще отец с ним вместе работал по ряду атомных вещей в текстном экспорте. И в том числе он был до недавнего времени советником министра внешней торговли Франции.
И вот, соответственно, через Жиля-Реми, да и напрямую, я специально даю независимый источник, и я знаю, что Франция, ее энергетика атомная не живет без России. Россия делилась с Францией многими секретами, которыми я считал нужным, включая, как перерабатывать отходы урановые, каким образом ставить даже новые реакторы. На сегодня Франция такими компетенциями, насколько я знаю, не обладает. Я не хожу в эту тему, могу, но просто время не позволяет. Далее Франция, презрев свои отношения в области атомной энергетики с Россией и тем самым фактически подрывая себя на будущее, кстати, Россия относится очень сдержанно, не прекращая до конца сотрудничества, решила залезть в Армению. Зачем? Да, очень просто. Во-первых, Армения для нее консолидирует позиции Франции по Украине, она пытается несколько точек получить здесь своего присутствия, а на Украине есть уран, там 16 залежей урана, и Франция уже свою жадную ручку протянула к этим залежам, это не скрывается даже фактически. И плюс к этому она решила оседлать энергетические потоки, которые проходят через Южный Кавказ. И вот это напрямую имеет отношение к интересам и Баку, и, естественно, всех тюркских стран и государств, которые вплоть до Центральной Азии сейчас отстраивают свой энергетический коридор, потому что совершенно не важно, что это не атомная энергетика уже, а газовая и газонефтяная. Франции все равно газ не пахнет, и ей необходимо неким образом отстроить некий свой собственный проект. Каким образом? Франция не может его отстроить сама на Кавказе. Она пытается влезть со своей, как говорят в России, ложкой совершенно к чужому котлу. И для этого что можно сделать? Можно поставить на своих давнишних партнеров армян. А Никол Воваевич Пашинян выступает, я бы сказал, как человек, во многом утративший свою национальную принадлежность. Потому что, с одной стороны, он, наверное, очень хороший переговорщик по линии Баку и Ереван. Он очень плохой переговорщик по линии Ереван-Москва относительно своих собственных интересов Да, своей по-моему, страны. по линии Баку тоже не очень-то, потому что, судя по тому, что он до сих пор не может мирный договор подписать, от которого Азербайджан уже 3 года ему говорит, и И он постоянно откладывает, и уже Сергей Викторович Лавров в Азербайджане как раз-таки сделал заявление, что почему они постоянно вот ведут себя таким образом, ну это не дословно цитата, но как бы смысл в этом был заключался. Фархад, Непонятно. вы фактически, как говорят, забираете мне слово изо рта, потому что он обманывает Баку, почему я сказал, в моих словах есть, конечно, доля очень ядовитой иронии, он обманывает Баку тем, что якобы катается, занимаясь челночной дипломатией между Баку, своим родным Ереваном и, допустим, Вашингтоном и Брюсселем. Потому что на самом деле он ничего не дает из того, что может консолидировать местный национальный контекст. Да, он, не будем переходить на чисто азербайджанскую тематику, я знаю историю насчет 4 сел, при демаркации границы Никол Воваевич, так сказать, их уступил. Ставит вопрос еще о 4 спорных населенных пунктах, возможно, и это уступит. Но вопрос-то не в этом, вопрос в другом. Насколько армянский народ в данном случае действительно будет идти за Николом Воваевичем, и не вызовет ли линия, которую исповедует Никол Воваевич, обратную реакцию всего армянского народа, что боком выйдет и Россия, и Азербайджан. Я объясню, что я имею в виду. А еще Иран там. Иран – это совершенно отдельно, да, мы о нем можем говорить, но вот это, как бы, так сказать, вообще, так сказать, очень интересная тематика, Да, но да, чтобы слушай. Да. закончить хотя бы с этим, смотрите, давая в данный момент без окончательного консенсуса со всем армянским бумондом спорные территории, проводя вот эту наскоком линию поведения, он отталкивает на самом деле армянский народ от плана примирения, тем более в том контексте, в котором только что 100 с лишним тысяч человек добровольно, я подчеркиваю, добровольно выселились из Карабаха, для них Арцаха. И в этой ситуации вызывает как раз, как минимум на словах, милитаризацию армянского общества и желание реваншизм, получить некий реванш. И это ведет к следующему витку конфронтации. Что далее делает другой рукой Пашинян? Пашинян призывает на базу ЗАР, есть такая база на территории Армении, 101-ю дивизию «Кричащие орлы» армии США. Это, кстати, одно из самых боеспособных подразделений армии США, они этим очень гордятся. Crying Eagles, у них длительная традиция с эпохи Второй мировой войны, действительно они себя очень хорошо так показали с точки зрения ведения военных действий. Он призывает туда французов, устраивает год назад там маневры под эгидой фактически НАТО.
и тем самым, извините, брецают оружием. В этом году идет повторение той же самой линии. Мало того, Пашиняну показалось мало, он отказывается от сотрудничества в рамках ОДКБ, от маневров, которые ему предложили провести на территории Центральной Азии, в Киргизии, и не только, были там и специфические маневры спецслужб и силовых структур по борьбе с терроризмом, и одновременно подписывает свое согласие на участие в маневрах НАТО. Это как минимум ставит армянский народ в очень странное положение. На территории Армении одновременно присутствует 4 базы контингента российских войск. И так как я недаром сказал в начале нашей с вами программы, так как Россия признает полностью территориальную целостность Азербайджана и вопрос Карабаха никогда не стоял без Баку, я напомню, что даже снабжение далее шло, когда стоял вопрос о Лачинском коридоре, снабжение российского контингента миротворцев, которые присутствовали в Карабахе, шло уже через азербайджанские мощности. То есть никто это никогда не скрывал. Но Армения – это совсем другая ситуация. Потому что Армения, естественно, не является территорией Азербайджана, у России есть свои интересы с Арменией. Вопрос, что Никол Воваевич начинает выдавливание России из Армении, Именно. может привести к взрыву в армянских политических кругах. Даже я сказал, катастрофе. И это будет катастрофа, потому что никуда не деваются 4 базы, поэтому параллельно устраивать маневры с блоком, который фактически противостоит России. Я не собираюсь здесь кого-то рисовать белой краской, кого-то черной. Но еще раз говорю, он нарушает не просто статус нейтрала, потому что у него нет статуса нейтрала, он входит в ОДКБ. В качестве страны, входящей в ОДКБ, он просто не имеет на это права. Допустим, Азербайджан – страна нейтральная, А он движение не присоединившаяся. Да. И она может делать то, что она считает нужным, но делает крайне аккуратно. И поэтому вступает в БРИКС. Кстати, отдельный разговор. Именно так. И Владимир Владимирович с этим соглашается, и ездит в Баку, и мы с вами понимаем общий контекст. Турцию-то в БРИКС все-таки заявку ни Китай, ни Россия фактически не приняли. Но вы же понимаете, Фархад, то, что параллельно, допустим, А вот Азербайджан приняли. Можно говорить о том, что устраивает, не устраивает Россию. Россия может 100 раз не устраивать, что есть Азербайджан и турецкие совместные маневры, но никто не в силах разрушить союз двух народов, которые, простите, как белорусы и русские, исторически являются частью одного общего корня и крайне близки между собой. По этому поводу Россия относится к этому деликатно и спокойно. Это есть. Это есть. Это нельзя разрушать, потому что это есть. Ни одна сторонняя страна, если только вы не Лидриана, ни Франция, не будет вмешиваться в то, что касается глубинных, я бы сказал, исторических связей. Поэтому с этого мы с вами начали. И ни одна другая страна не имеет права здесь вмешиваться в этот процесс, какое бы мнение у нее ни было. Но в то же время, Александр Германович, вот как раз-таки Азербайджан, на мой взгляд, все-таки то, что он подает заявку в БРИКС, то, что он в движении неприсоединения, Конечно. то, что у него свой особый взгляд по, например, косовскому вопросу. Он, например, считает, что Косово – это часть Сербии, это железобетонно, что, кстати говоря, тоже сближает позиции Москвы и Баку в каком-то смысле, как минимум. А то, что у него в отношении Северного Кипра есть особый взгляд, и там как бы, может быть, не все бы Турцию бы устраивало, и так далее, и тому подобное. И по сирийскому вопросу более сдержанная позиция, и по ливийскому вопросу более сдержанная позиция. Я бы сказал, что у Азербайджана, вот как наши некоторые коллеги, эксперты, знакомые нам с вами люди, говорят, ну, у Азербайджана своя такая позиция проазербайджанская, она может чем-то совпадает с Анкарой, это как бы нормально, но в то же самое время у Баку как-то формируется свое геополитическое видение, потому что Азербайджан, в отличие, например, от Молдавии, который там чуть ли не видится интегрирован с Румынией, он не хочет быть интегрирован с Турцией, он имеет прекрасные отношения с Турцией, но у Турции как бы свой путь, а у нас, извините, свой путь. И как бы пусть не обижается ни Анкара, ни кто-либо другой. В то же самое время мы это видим даже по геополитическим треугольникам. Россия, Тегеран, прошу прощения, Москва, Тегеран, Баку. Отдельная история. Об этом говорить нужно много. Я понимаю, что времени не хватит, но просто говорим много. Да. Дорогой, смотрите, всегда одна страна, которая развивает свои, допустим, военно-технические связи, свои возможности, пытается получить опыт и ноу-хау других стран, тем более близких ей по духу. Я напомню, что в эпоху Петра I, которого так чтят и уважают в России, у меня к Петру I своеобразные отношения, петербуржцам об этом обычно не говорю, они Петра очень любят, но Петр во многом превращал в Россию едва ли не филиал в свое время Голландии и Германии. Екатерина II это продолжала делать. Но сколько они получили мозгов, возможностей, технологий от строительства флота до создания, честно говоря, вооруженных сил современных, я понимаю. Хотя я не считаю, что у Петра была исключительно положительная роль. Было там много отрицательного. Смотрите, то, что Азербайджан при помощи Турции пытается получить современное оружие,
Честно говоря, у Турции оно хорошее. Это не только Кызыл-Алма, простите, и Байрактар, фирмы Байкар, Байрактар ТБ-2, Беспилотники имеется в виду. беспилотники, да? То, что через Турцию, Азербайджан и через Израиль, между прочим, Азербайджан получает выход на какие-то инновационные и неизвестные ему до этого вещи. Ну, давайте я вспомню. Такую вещь, абсолютно остаюсь в рамках того, что, пожалуйста, проверяйте, если хотите. Когда Россия стала развивать программу беспилотников, свой первый беспилотник она строила по проекту сотрудничества с Израилем, между прочим. И я говорю, что это совершенно официальная информация. Проверяйте, если хотите. Она очень хорошо известна авиационным технологам, но в широкой прессе, ну что такое широкая пресса? Как правило, люди, которые говорят о многом, часто не владеют до конца. Так вот, это так. Поэтому я очень аккуратно отношусь к ВТС Азербайджана с другими странами, и в этом конкретно не вижу ничего плохого, так же, как и приобретение пакистанских истребителей категории J, которые были доработаны китайцами, доработаны пакистанцами, сейчас являются истребителями 5-го поколения, фактически, если брать по авионике. 42 борта, там, если будет соблюден договор, могут оказаться у Азербайджана. Это нормально. Но давайте посмотрим, устраивает ли Россию Азербайджан в этом виде. Я считаю, что вполне устраивает. Почему? Ну, устраивает, вот я, допустим, сижу, сидя в Москве. Это не значит, что Азербайджан это важно или не важно. Я сейчас говорю об интересах Москвы. Да, естественно. Вот. Это не значит, что Россия что-то кому-то диктует. Просто вот насколько это является линией. Да. Да, это устраивает. Почему? Не только из-за того, что у нас есть действительно большое количество людей, исторические связи. Там, напомню, что вообще-то метро в Баку было в Советском Союзе построено вторым, по-моему, после Москвы. Вообще, так сказать, вот. Одним из первых. Оно древнейшее на территории СССР, так сказать, исторически. Да. Вот. Не то даже то, что там, естественно, есть и нефтехимические интересы, и транспортные интересы, так сказать, по трубе, по магистральным вещам, но в том числе и то, что Азербайджан на сегодня остается переговорной площадкой для очень многих держав, то, что он держит статус нейтралитета, я страшно боюсь, честно. Потому что, как человек, честно говоря, казачьего северокавказского происхождения, из Белореченска и Знальчика, я очень боюсь и переживаю, чтобы Азербайджан удержал нейтральный статус. Это очень важная роль. Она фактически ставит его в один ранг с Швейцарией, которая всегда играла, да, страна и немецкого, французского, итальянского языков, но она всегда играла роль нейтрала. И мало того, нейтрала очень сильного, финансового и так далее. Но что интересно, Швейцария нейтральна, и она о своих интересах не заявляет, в принципе. Хотя, к сожалению, последние 2 года поведение Швейцарии не вызывает очень много вопросов. К сожалению. К сожалению, да, потому что то, что они делают, это не вписывается в никакие нормы нейтралитета, к сожалению. Согласен. Вот. А Азербайджан, он хоть и придерживается нейтралитета, но свои интересы все-таки продавливает. Так а нейтралитет всегда был, я вас умоляю, всегда был, конечно. А когда нейтральная страна, государство, будь то Швеция в эпоху, допустим, той же самой Второй мировой, или, можно сказать, та же самая Швейцария, или кто-либо еще отказывался от своих интересов, да хоть Монако. Любая страна играет свою скрипку. Это тут ее... уже, да. Я же поэтому начал с Макиавелли, с государя. Почему одна страна будет другой диктовать, как лучше ей защищать свои интересы? Но просто очень важно как раз вот соблюдать свою политическую линию. У Армении сейчас нету политической линии. То, что она вытворяет, не устраивает никого. Не устраивает французов, потому что французы пытаются использовать Армению, накачивать ее своими финансово-спекулятивными средствами. Я знаю, сколько строек сейчас идет в Ереване. Накачивать своим оружием, начиная от платформы «Бастион», включая ракеты «Мистраль». «Бастион» – это основа бронемашин. Она может по-разному использоваться для пусковых установок и в качестве бронемашины пехоты, если ее в другой модификации использовать. Ракеты «Мистраль», САУ «Цезарь». Кстати, действительно очень хорошая гаубица. Сейчас она присутствует массово на Украине, чисто французская, гораздо лучше, чем «Панцерхаубица 2000». Да, ее сейчас собираются поставлять, уже начали поставлять армянам. Беспилотные технологии. Франция, как и Россия, достаточно долго, не была, мягко выражаясь, на коне с этими технологиями. Сейчас она добрала какие-то возможности, с Израилем в том числе добирала, как и Россия начала. Вот. Сейчас у них своя линия беспилотников. В общем и целом возникает вопрос, зачем это Франция? Мы понимаем, чтобы шантажировать фактически все те государства, которые находятся рядом. Почему шантажировать? Да я могу элементарно сказать. Не так давно компания «Сакар», это главная ТНК, единственная, естественно, в Азербайджане, получила предложение от французской компании Total, мы нередко произносим на английский лад Total, по-французски Total, принять 30 миллиардов евро, насколько я знаю, инвестиций для развития Шах-де-Нефть, для развития некоторых месторождений, скажем так, находящихся в Каспийском море, и для строительства трубы. Азербайджан, как еще раз страна нейтрала, государство восточное, промолчала
в ответ на это предложение. Мы знаем, что, с другой стороны, политически Ильхам Гейдарович жестко высказывается о Франции за ее позицию. Это делалось и в рамках ОТГ, Организации тюркских государств, и в рамках исламских организаций, насколько я знаю, вплоть до Магреба, Алжир, Марокко, Тунис. То же самое Ильхам Гейдарович соответствующие вещи говорил. Мне ясно, почему я говорил. Я понимаю обоснованность его реплик. А она обоснована. Более чем. По поводу Алжира так-то. Конечно. А сам Бог велел не Так, сказать. простите, президент Алжира Теббун только что воскресил две строчки своего национального гимна, где просто говорится о гибели Франции, которая полезла на Алжир. Эти две строчки не были включены в гимн в течение 70 лет. Сейчас они опять включены. Это надо Макрону спасибо сказать, да, в кавычках? И за Макрон фактически исповедует американскую, я бы сказал, идеологию в Европе и служит троянским конем, который мешает всем. Заканчивая с Кавказом, Да. Франция, Кавказ, Армения, Азербайджан. Да. Все ясно. Сакар не принял на сегодня денег французского Тоталя. Британцы оказались в более выигрышном положении. Да, Азербайджан имеет свою программу сотрудничества с Британией, но еще раз, пусть Алиев и люди, управляющие Баку, сами решают, что выгодно, что невыгодно их стране. Вот. Еще раз, вопросы выгоды строятся у всех стран совершенно одинаково, что мне хорошо, с теми я работаю. Вот. Это нормально. Значит, Франция пытается использовать геостратегический аргумент, толкая Армению на конфликт, и говорит, или мы накачаем Армению оружием, и дальше будет реванш, в том числе при использовании Пашиняна и при вышибании русских, выживания их из Армении, или вы пойдете на какие-то условия. Это уже тайная дипломатия, мы не будем в нее глубоко вникать. Какие условия? Как минимум пустить Францию к трубе. Какой трубе? Франция сейчас отсоединена от российского газа. Это сразу сказалось на себестоимости французских товаров, как и в Германии. Это вполне естественно. Как мы понимаем, у Азербайджана своя программа сотрудничества с Россией, в том числе в области газа, в области наполнения трубы. И давайте по Шекспиру скажем, все остальное тишина, потому что это мы раскрывать не будем. Но Франция пытается, так как газ не пахнет, получить доступ к тем самым энергоносителям, уран ли, газ ли, которые ей так не хватает. Вот это основа всего. Никто Франции, на мой взгляд, скажу субъективно, не даст того, чего она хочет, и она окажется не у дел. А Макрон, при всем своем отношении к США, политик, играющий очень странную роль, которая, мне кажется, вскрылась только что в рамках того громкого скандала, в котором оказался замешан глава Телеграма Павел Гусев. Сейчас Дуров, Павел Дуров. Да, Гусева не будем. Гусева не будем трогать, возьмем Дурова. Я говорюсь. Да, но мы как раз про Павла Дурова. У меня есть следующий вопрос, Александр Георгиевич. Пожалуйста. Вот как раз господин Дуров, основатель и глава, фактически хозяин, можно сказать, Телеграма, находился в Азербайджане, отдыхал там, проводил время, выставлял интересные видеоролики, фотографии. И тут он отправляется из Азербайджана во Францию. И вот как раз главное событие минувшей недели. Павла Дурова арестовывают в Париже. Значит, он приземляется на своем частном самолете в аэропорту Парижа, там же его арестовывают. Очень много вопросов и нюансов, Александр Германович. Во-первых, он гражданин Франции. Он имеет двойное гражданство, у него еще сын Кинц Невиса. Понятное дело, российское, он здесь родился, в Петербурге. И, соответственно, еще является подданным Эмиратов. Ему вменяют, я не знаю, от терроризма до, извините меня, распространения педофилии и всего прочего, каких-то там непонятных вещей. Человек наверняка должен был бы быть уведомлен, что против него заведено дело, расследование и так далее. Он мог не знать этого по французским законам. Его могли вообще не уведомить об этом. Потому что если бы он наверняка про это знал, вряд ли бы он во Францию бы летел. Тут еще выясняется один момент, что он, оказывается, с Макроном пытался встретить. Вернее, у него была встреча намечена с Макроном. И получается, президент Франции его слил. Так что ли выходит? Я постараюсь ответить, я бы сказал, емко. Потому что вопрос на самом деле, вопрос комплексный. Вопрос комплексный, очень интересный. Он касается и тайной дипломатии, и разведок. Однозначно. Я бы ответил так. Давайте начнем с того, что, конечно же, миллиардер, а он миллиардер Павел Дуров, владелец, насколько мне известно, вместе с братом одной из крупнейших сетей мессенджеров в мире,
абсолютно независимой сети, исповедующей действительно идеологию civis mundi, гражданин мира. У него 4 паспорта. Да. У него еще там есть паспорт то ли Сьерра-Леоне, то ли что-то вроде того. Так вот, отказавшись от российского покровительства, когда Дмитрий Анатольевич Медведев предложил ему некий контакт с властями, насколько нам известно, и выбравший вот путь такого не изгоя, а человека с густкой энергии, который, так сказать, как вот шаровая молния, мечется по всему миру и живет едва ли, так сказать, не в своем собственном государстве, образовании, потому что он в том числе придумал даже систему валюты свою собственную, это тон, так называемый. Да, криптовалюта, Тонкоин. да, тонкоин. И в том числе еще придумал систему, дублирующую MasterCard и карточку Visa, то есть быстрых расчетов, назвал ее Грамм. То есть это человек, у которого, ну, я бы сказал, отстроенная собственная психология, она мне ясна, и философия бытия. Во многом, мне кажется, он заложник той системы, которую Россия, пока она вновь решила не быть великой державой, отказалась целиком от той линии, которую вели в эпоху Ельцина. Так вот, он заложник именно тех лет, когда, наверное, его личность образовывалась. Дескать, ну, Россия часть мира, Америка во главе угла, Пакс Американо. И по этому поводу я далек от того, чтобы срочно говорить отвратительно, плохо. Я понимаю, откуда, как говорится, проистекают подобные переливы. Так вот, этот человек, мнящий себя на уровне великих мира сего, просто по той причине, что у него действительно очень много денег, у него есть свобода выражения мыслей миллиардов людей через свою систему мессенджера Telegram. Мало того, его системой пользуются и военные люди, мы тоже об этом знаем. Он решил, что он может себя поставить в один ряд с великими мира сего. Еще раз читаем Макиавелли. Великий мир и сего в данном случае, это, естественно, Владимир Владимирович, это Макрон, по долгу службы, он уже какой срок, второй срок во Франции. Просто возглавляет страну, которая обладает ядерным да, и постоянно член Совета Безопасности. ООН, конечно. по определению. И в том числе это Алиев, президент Азербайджана. И он решил, что он может служить... Си Цзиньпин. Ну, да, конечно. Моди. Но что он фигура. Нет, я просто про тех, с кем Павел, как, насколько мне понятно, себя сообразует, и с кем он считает возможным, ну, наверное, находиться в каких-то отношениях. То есть несколько сам спутался, то есть он немножко не поставил себя на А я, заметьте, я пытаюсь говорить документарно, потому что отношения, коль скоро Макрон, я это отметил только что, делает специальное заявление, пресс-коммюнике, что арест Павла Дурова вовсе не связан ни с какими вопросами, кроме уголовных. У меня сразу возникает вопрос. На варе шапка говорит, ну почему президент Франции, страна, в которой живет более 60 миллионов человек, делает заявление по поводу какого-то гражданина своей страны, для него Дуров гражданин его страны, который там что-то, каких-то уголовных делишках замешан. Ну, давайте он еще сделает заявление по поводу какого-то, я не знаю, бандита, наркодилера арестованного или подозреваемого в наркоделе. Я не говорил ни в коей мере, что я Павла Дурова считаю наркодилером. Я просто говорю, что французское правосудие его привлекает по уголовным статьям. Причем очень тяжелым, чуть ли не терроризм. И смотрите, получается, что у Макрона все-таки есть какие-то отношения с ним, коль скоро он делает подобного рода заявления. Это не просто инсинуации, что он с ним думал встречаться. Смотрим далее. Да, он летит из Баку в Париж. Но мы только что с вами разобрали контекст отношений Азербайджан-Франция, и любому политологу азербайджанскому и русскому, занимающемуся Кавказом, и французскому, известно отношения между Францией и Азербайджаном. Мягко скажем, натянутые. Мягко скажем, натянутые, тем более, что шпионы Франции сидят, насколько я знаю, в бакинской тюрьме и были арестованы. И я великолепно понимаю контекст. Кстати, о шпионском деле мы еще не упоминали, но да, это есть. И в то же самое время я знаю, что Азербайджан, Баку только что посещал Владимир Владимирович. У него были переговоры, это серьезные переговоры. Не могу сказать, что это госвизит. Какой-то такой, да, это не какое-то тривиальное событие, это действительно визит, и визит очень серьезный для президента России. Впервые государственный визит. Так вот в этом все дело, чем в эпоху ведения специальной военной операции и на Южный Кавказ. И на фоне событий, провокаций у нас на границе. И мы видим, что какие отношения делают, какие, я бы сказал, авансы, в данном случае, ну не авансы, на какие шаги идет Россия, которая по просьбе Алиева, в силу того, что уже нет никакой причины там оставаться, Путин выводит досрочно контингент миротворцев, хотя еще там они могли оставаться, но в принципе действительно здравый смысл превалирует, и никто не настаивает на букве договора.
и на Московской декларации трехсторонней от 2020 года. 21. В этой связи понятно, что какую-то роль здесь Гусев, прошу прощения, еще раз оговорился, Дуров решил сыграть. Мне что-то вот Гусев в голову лезет. Дуров решил Имя сыграть. Павел просто. Да, именно, вы правы. Так вот, Дуров решил сыграть. Возникает вопрос, а какую? Я скажу, Дуров, в принципе, действительно человек, известный всем, ну, давайте назовем вещи своими именами. А Дуров человек нейтрал, коль скоро он гражданин мира. Дуров может быть вполне участником вот этого процесса тайной дипломатии. Он вполне рукопожатен для всех, потому что он нигде не замешан в никаких экстремистских вещах. Это Франция решила неожиданно, я сейчас скажу почему, его в чем-то обвинить. Хотя обвинение пока еще не предъявлено официально. Пока он задержан и подозревается. Тоже очень любопытно. И Дуров мог вполне решить, что он может быть одним из переговорщиков между Арменией, Францией и Азербайджаном. И в данном случае полет по линии Баку-Париж о многом говорит. Каковы интересы Франции? Энергетические, я только что говорил об отношениях с Сакар-Таталь. Транзитные с точки зрения прохождения газа через территорию во многом подвластную Азербайджану, и где, наверное, азербайджанские играют первую скрипку, а Россия как минимум играет очень важную роль, потому что, естественно, тут есть свои договоренности. Конечно. И я их просто еще раз не буду детализировать, они известны всем тем, кому они должны быть известны. Пусть все остальные догадаются. И, соответственно, есть еще вот вопрос шпионского дела, очень неспокойного. Есть вопрос малоуправляемого Пашиняна, и который для Франции тоже важен, потому что во Франции сидит колоссальная армянская диаспора, мы об этом знаем. И вот, собственно, ряд вопросов. Теперь смотрим. Дуров вылетает в Баку, Париж, и вдруг при вхождении во французское воздушное пространство самолет делает неожиданный поворот, пытается направиться в сторону южной границы Франции, и после этого возвращается на маршрут. Вот как. Да. И возникает вопрос, что произошло на борту самолета, кто отдал приказ, но не летчик же, который следует плану полета, ни с какой стороны. А мы знаем с вами, что, внимание, это настоящий триллер, что мандат об аресте Дурова был подписан за несколько минут до того, как самолет приземлился в Ле-Бурже. Вопрос, что произошло, чтобы Дуров, явно только он мог это делать, но не девочка же, которая вместе с ним присутствовала в самолете, решил изменить направление полета. Второе, почему Франция, даже тогда, когда Дуров менял и возвращался на маршрут, а он не мог уже сойти с маршрута, потому что находился во французском воздушном пространстве и является еще французским гражданином. Так вот, почему Франция пошла таки на поводу, но в последнюю секунду у кого? Я сейчас сказал важную вещь, пошла на поводу. А теперь посмотрим еще на одну вещь. А что, Франция так однородна, что там есть Макрон и только? Нет. Франция очень сильная страна, действительно ядерная держава, обладающая великолепными инновационными технологиями, сильнейшая армия, очень сильная для Западной Европы. И Франция пытается играть некую свою роль, которая очень не нравится американцам. А какую роль играет Макрон? А Макрон всегда играл американскую скрипку. Только. Только. И против интересов Франции. Я элементарно это докажу, как раз, сколько мы говорим о ядерных технологиях. Макрон, что вызвало страшный резонанс, мы здесь, кстати, об этом говорили на вашей площадке, во Франции отдал контрольный пакет крупнейшего предприятия, производящего лопатки турбин для атомных реакторов Франции, американцам. Причем вопреки воле всего французского политического класса, истеблишмента. То есть он фактически Францию сделал зависимой от Штатов. А чем он это обосновал? Ничем не обосновал. А не спрашивали внутри страны, зачем ты это делаешь? Я скажу, это было грязнейшее дело. И мало того, я прямо здесь, находясь, интервьюировал у вас, это было года 2 назад, исполнительного директора азиатской части холдинга АРВА, французского холдинга, который как раз производит вот эти лопатки турбины не только, Фредерико Пьеруччи, который был задержан американцами, выкраден и переправлен в Америку. Его подвергали пыткам для того, чтобы у него получить некий пакет информации, ну, грубо говоря, который бы компрометировал Францию и какие там дела Франция вела в Азии. Выбивали всеми путями. У него есть очень хорошая книга «Американская ловушка» у Фредерика. Она, кстати, переведена на русский язык. Я ее читал по-французски, по-русски она у меня есть в библиотеке. Он мне ее подарил. Но разговор о следующем. Когда этот пакет компромата был получен, Макрон сказал своим гражданам: ну вы понимаете, если сейчас я не отдам пакет, то если я не отдам акции, контрольный пакет акций, то тогда американцы выбросят вот все поручище нас на рынок, и это будет очень плохо для репутации нашей страны. Аргумент так себе. Потому что, ну, знаете, скандалы возникают, скандалов забываются, а вот на сегодня американцы являются собственниками крупнейшего предприятия в области ядерных технологий Франции. Возвращаясь к теме.
Вот получается такая картина. Через Макрона в качестве Трояна, Макрон Троян, а Америка пытается править Францией. Сейчас только что я вот называю все те вещи, которые нигде в прессе вы не прочитаете. Потому что просто надо сопоставлять и знать. Эксклюзив для Вестника Кавказа. Это эксклюзивно, да. ДЖСЕ, ну, если произносить по-французски, ДЖСО, французская служба внешней разведки. Ну, где-то похоже на функционал СВР, служба внешней разведки России. Только что претерпела смену руководства. Вместо опытного человека МЕ, главы службы, во Франции Макрон поставил своего назначенца Лернера. Простая фамилия для русского уха, похожа на учитель, по-немецки Лернер. Этот самый Лернер работал субпрефектом, грубо говоря, заместителем префекта одного из французских регионов. Никаким опытом разведчика он не обладает, никогда в аппарате разведки, в принципе, толком не работал. Он назначенец парашютированный, как говорят во Франции, то есть спущенный сверху Макроном конкретно на эту службу разведки, которая очень связана с американской разведкой. Прям как в Армении Пашинян назначает на должность главы разведки человек, который к разведке отношения никогда не имел. Абсолютно верно. И тут получается следующая картина. Я вам даю свою расшифровку, исходя из той истории, которая по аналогии, которую я раскрыл в своей книге. Вот это как раз называется она. Это не попытка рекламы книги, это просто реально так. «Исповедь разведчика без права на возвращение». Как раз сегодня выходит вторая часть в день нашего интервью в продажу. И «Исповедь разведчика. Дорога домой». Я там рассказываю, каким образом американцы сорвали фактически нам, россиянам, сделку по поставке стволов Калашниковых во Францию, когда Франция меняла свой автомат. В последние секунды американцы обнаружили, что такая сделка может состояться. Я напрямую был в этом деле, так сказать, участником, с большим трудом, честно говоря, пережил это дело. Тогда погиб глава французской контрразведки Франсуа де Гроссур, который самоубился 2 выстрелами в голову в своем кабинете в Елисейском дворце. И это, в принципе, было связано с тем, что ЦРУ узнала о том, чем занимается французская военка, французская оборонка, совместно с Россией. Теперь я вам даю трактовку, потому что, по идее, почерк, насколько я вижу, тот же самый. ЦРУ неожиданно узнала о том, что в данный момент Азербайджан, Франция, Армения, Россия выступают какими-то переговорными сторонами, в которых тот же самый Дуров играл роль одного из, ну, извините за выражение, челноков, то есть через тех, через кого устанавливается контакт. Это всегда делается, ничего плохого в этом нет. Неофициальные контакты устанавливаются, поддерживаются, он очень серьезный человек, действительно миллиардер. Никакими технологиями, кстати, по ходу замечу, Телеграм он не обладает, он маркетолог, экономист, это его брат разрабатывал совместно с группой разработчиков. Да, он технолог, да. Да. Поэтому, исходя из этого, ясно, что американцы позволили себе окрик через океан в адрес Макрона. Макрон взял под козырек, срочно пресек все инициативы своего собственного аппарата отработать по этой линии и сказал, возможно, даже он был в курсе, кстати, потому что Макрон играет и нашим, и вашим, но больше тем, кто его назначил. Назначили его американцы. Сказал, ой, да никаких проблем. Я сейчас быстро закончу все эти контакты. Сейчас мы Дурова арестуем, посадим, все будет нормально. И заметьте, есть еще один, да, очень важный аргумент. Когда произошло задержание Дурова, честно говоря, меня арестовали во французском аэропорту в Руасси в 1996 году. Я хорошо знаю, как проходит процесс задержания. Вас должна арестовывать сначала так называемая «police de l'air et des frontières», полиция границ, которая потом вас припровождает, ну, во-первых, в свой комиссариат, то есть там, где... Это погранслужба, да, как бы? Погранслужба. И после этого вызывает уже жандармерию, который вас перевозит куда-то, если вы арестованы по мандату, не просто какой-то мелкий, там, не знаю, так сказать, гражданин какой-то арабской страны, который неправильно оформил, ну, визу или что-то еще, так сказать, вот вас просто арестовали, потому что у вас что-то с документами не так. Нет, если это серьезно все. И потом жандармерия, соответственно, вас перевозит туда, куда перевозят. Во Франции жандармерия военизированная часть, кстати, часть разведки. Жандармерия обладает статусом низового подразделения разведки. Теперь смотрим, что произошло. В случае задержания Дурова был абсолютно другой процесс. Вы тоже нигде в русской прессе не увидите. Его сразу же получили в свои руки жандармы. Смотрите, мандат выписан в последние секунды перед приземлением, последние минуты. Сразу же его ждут жандармы, то есть никаких сомнений нет, потому что это вопрос, который курирует узкоразведка. Скорее всего, служба внешней разведки Франции, это самое ДЖСО. И после этого с ним начинает, так сказать, работу в камере предварительного заключения. Вот я вам привел очень много закрытых, полузакрытых вещей, которые можно легко сопоставить. Из этого сказать следующее. Да, действительно имела место некая дипломатия
которая могла принести, ну, я бы сказал, способствовать, давайте говорить так, разрядку. Слишком мелка фигура Дурова, чтобы решать вопросы на уровне ну, крупных стран, региональных государств, держав класса Азербайджана, великих держав класса России, это, соответственно, так сказать, и та же самая Франция, постоянный член Совета Безопасности. Но он способствовал этому процессу. И американцам это очень не понравилось, потому что никакого мира, никакого примирения англосаксы не хотят. Им этого не надо, и тем более не хотят роли ни Франции, в данном случае, как ни странно, они тоже играют против Франции, которые им надо взять под себя и держать очень крепко, как и Германия. И уж тем более никакого усиления России, и уж тем более никакого контакта Россия, Азербайджан, Франция. Вы знаете, Александр Георгиевич, для меня с Макроном стало все давно понятно. Очень показательным был показательный момент, когда Макрон отправился в Китай года полтора назад, по-моему, если я не ошибаюсь, встречался с Си Цзиньпином и вроде как, возвратившись из Пекина, сделал, пожалуй, ну, такие благоразумные заявления. Например, он сказал про то, что Европе, пожалуй, нужно развивать экономические отношения не только со Штатами, но еще и с Китаем, чтобы балансировать между разными экономическими центрами силы. Он сказал, что без России обсуждать вопрос безопасности в Европе это невозможно. Спустя 3 дня он резко изменил пластинку, потому что прибыл туда то ли Блинкен, то ли еще кто-то из американских высоких чиновников, и быстро объяснили товарищу Макрону, что разговаривать так нельзя. Говорить такие вещи не стоит, потому что сметем тебя с помощью желтых жилетов в 2 счета. Вы знаете, Фархад, сделка с дьяволом, с шайтаном, она в том и заключается, что ее уже Хамини расторгнуть. так и называют шайтаном, да. Да. А так и есть. Я вспомнил тоже, Хаминеи. Ее расторгнуть невозможно. Кстати говоря, что даже Гитлер заключил в свое время сделку с дьяволом, и его документ с 2 подписями хранится в музее Ватикана с подтверждением подлинности подписи Гитлера. Ну, достаточно забавно, но я так на всякий случай рассказал. Поэтому Макрон, как человек с нестабильной психикой, ну, судя по его семейной жизни, по некоторым другим обстоятельствам, да, действительно, это просто психологический портрет, пытался выскочить за счет американцев, американского капитала во Франции, оказаться на коне. Выскочить-то выскочил, он душу потерял. А теперь вот его вот эти прыжки и ужимки, попытка вырваться за пределы того коридора, из которого выскочить физически невозможно, потому что, ну, где бы нашему теляте волка задрать. Это точно. И они объясняют вот это то вопля: давайте создадим великую франко-немецкую армию на территории Европы. Потом далее идет объяснение: ой, это я не то имел в виду, это я просто хотел, чтобы маленький слон был другом большого слона, а наша франко-немецкая армия была частью вот этого большого НАТО, я просто хотел усилить позиции НАТО. Да. То вот эти попытки что-то сделать на Кавказе, потом выясняется, то громкие заявления, что французский контингент пойдет завтра на Украину и станет едва ли не участником конфликта, а что, по-моему, вся французская политическая элита была готова сделать все харакири, потому что, ну, извините, Наполеона помнят все. Поэтому, ну, как бы непоследовательность, как минимум. И это опасно, потому что у человека в руках все-таки ядерные технологии, Вот. и это его делает непредсказуемым игроком. А еще раз, мы, страны, ну, скажем так, восточного генезиса, непредсказуемость не любим, она очень опасна. Мы ее не хотим, и Си Цзиньпин это постоянно подчеркивает. Помните его исторические слова на ступеньках крыльца, когда он расставался с Владимиром Владимировичем, он сказал: мы с вами делаем историю, мы с вами пишем историю. Это было сказано. Си Цзиньпин такими фразами не кидается. И сейчас вся Евразия, чего Россия поворот на восток, она сейчас решается именно в азиатской части. Именно там сейчас пишется история. И эти страны абсолютно не хотят, что кто-то бил горшки у них на огороде, извините за выражение, устраивал тут какие-то взрывы, акты и вел себя непредсказуемо. Это они там пусть на своих континентах себя ведут непредсказуемо, где-нибудь там, не знаю, в океане. У нас все должно быть предсказуемо. Нравится, не нравится, как говорится, еще раз повторяю, худой мир лучше доброй ссоры, сосед почти что родственник, потому что с ним расстаться физически невозможно. Квартира ваша через стенку все равно с ним останется соседней. Никуда не денетесь. Никуда не денетесь. Александр Георгиевич, я понимаю, что времени не так много остается у нас, но не могу просто не задать вам вопрос, пожалуй, сегодня итоговый в рамках нашей сегодняшней передачи. Ближний Восток. Опять-таки ситуация вокруг, значит, эскалации между Ираном и Израилем. Все ждут и думают, и гадают, ударит ли Иран по Израилю или не ударит. Уже почти что месяц прошел с момента гибели лидера политического движения Хамас Исмаила Хании. В Тегеране его убили. До сих пор Израиль для себя не взял ответственность, хотя в Иране все говорят о том, что именно Израиль причастен к этому, и никто другой. Тут недавно Чарльз Браун,
это который вместо Марка Милли сейчас стал главой командующих войск США, ну, по сути, глава Генштаба Америки, прибыл с необъявленным визитом на Ближний Восток. В Иордании он находился и находится по сей день где-то там, по-моему, в Израиле. Но сейчас все гадают, о чем они могут обсуждать. Но явно не с мирной повесткой приходит глава Генштаба и с собой еще тащат подводные лодки, там еще и прочие вооружения. Александр Геннадьевич, ждать ли нам большой войны на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем? Я думаю, что Иран удержится, Фархад. Удержится. Да, и мало того, к сожалению, зная план «Б» англосаксов, насколько мне, конечно, дано его понимать и знать, если говорить о людях, правящих Ираном, вы, кстати, иранист, поэтому вы тему Ирана знаете глубоко, и в Иране бывали, насколько я знаю, то отмечу одно. Иран хранит достаточно хрупкое равновесие внутри самого себя и боится его потерять. Равновесие это этническое, потому что более 30 миллионов человек, насколько я знаю, там азеро-тюрки. А я знаю, специально проверял на днях цифры, что персы составляют не более 50-55% населения современного Ирана. Это все-таки не Персия древних времен. Естественно, и белуджи, как мы с вами говорили, и те же самые курды там присутствуют. Мы понимаем, что Пшезикян человек наполовину курд этнический, между прочим, по матери, Да. и, соответственно, азеро-тюрк. Мы видим, как люди, которые стоят за тайными рычагами власти, пытаются взорвать этот контекст фактически с разных сторон, подпалить Ближний Восток. Потому что я понимаю великолепно, почему вертолет с, соответственно, двумя первыми лицами Ирана упал именно на территории Астана. Астан – провинция по-ирански, имеющая свое название Азербайджан. Восточный Азербайджан, да. Я знаю, откуда летели первые лица государства. Я понимаю о нарушении, что был нарушен протокол, по которому два лица такого ранга, уровня не могли оказаться в одном вертолете, тем более, что вертолет вообще средство, которое не любят и не используют при перевозках VIP, людей такого класса. Два вертолета долетели, да. Один не долетел. И вертолет сам по себе аэродинамически нестабилен. Это поэтому... правда, это тоже правда. Вы же понимаете, я великолепно помню все эти кадры с фотографиями, как балка осталась цела. Я знаю, когда балка не обгорает в случае крушения транспорта. В любом случае, я понимаю, что все мои аллюзии, так называемые намеки, касаются одного и того же. Кто-то заинтересован заставить Иран пойти на какие-то решительные действия, раз. Кто-то заинтересован подорвать тот именно худой, пусть непрочный, но мир, который царит между Азербайджаном и Ираном. И сейчас пошло упрочение этого мира, несмотря на тяжелую провокацию, которая имела место с азербайджанским посольством совсем в недалеком прошлом. И мы знаем, насколько тогда ухудшились отношения на уровне реки Аракса, и что там тогда творилось. И мы понимаем то, что присутствие, соответственно, первого лица на территории Азербайджана из Ирана кому-то было выгодно, и этот кто-то воспользовался, но это ясно, что не было выгодно Ильхаму Гейдаровичу что-то подобные вещи делать, потому что он, по-моему, сделал все возможное и невозможное для упрочения мира, как, собственно, со стороны Ирана. Кому тогда выгодно? Это игра из трех... Дело не иранцам, получается, кто-то есть некто. И смотрите, тогда, когда это не удалось, мы наблюдаем попытку спровоцировать Иран на решительные действия со стороны Израиля. Но в данном случае Израиль, сейчас многие люди будут очень сильно недовольны, но извините, что знаю, то пою, и он выступает в качестве, не удивляйтесь, жертвы. А почему? Потому что тот, кто просчитывает ходы, я прошу просто, даже если не согласны, хотя бы следить за моей мыслью, великолепно понимает вот этот кто-то, каким образом будет действовать Израиль в той или иной ситуации. Он предсказуем. То есть, если устроить Израилю какую-то провокацию, берем октябрь, соответственно, прошлого года, то Израиль обязательно поступит именно тем путем, которым вот берете якобы Кедми, которого мы с вами оба хорошо знаем, да. Бывшего главу Натив, да. берете, он заведомо можно сказать, что человек будет четко действовать по протоколу. Да, ударить немедленно по территории, да, устроить нашествие на сектор Газа и так далее и тому подобное. Мы знаем, как будет себя вести Израиль. Тогда возникает вопрос, это в интересах Израиля? Это может быть в интересах Бенни Ганса, может быть в интересах Галанта, может быть в интересах Биби Нетаньяху. Самого Нетаньяху, да. Но насколько это интересно для Израиля? Получается, Израилем манипулирует. Сейчас скажут, ну вы в гараж, я никого не выгораживаю, я просто говорю, что кто-то умеет хорошо просчитывать ходы. И этот кто-то очень хочет большую войну. Но Иран, как восточная держава, понимает, что если что-то твой враг от тебя хочет, этого делать категорически нельзя. Заметьте, тогда, когда была прошлая провокация, Иран использовал 1% имеющихся у него средств поражения для того, чтобы показать Израилю, что он может ударить. В апреле. В апреле.
и ударить по Беэр-Шева, где находится база израильской армии. При всем уважении к израильской системе «Железный купол» мы знаем, то, что «Железный купол» был пробит, он был перегружен количеством летящих объектов. Если был задействован не 1%, а 100% мощностей Ирана, ну, ясно, Хотя что бы было бы... 30 или 50. Ну, вы знаете, да. Вы Поэтому вот ответ на все вопросы. Что, Иран удержится. что интересно, ведь вы говорите о некто, да, кто пытается всю эту историю устроить. И вот что-то мне подсказывает, что этот некто хочет так разжечь ситуацию в регионе и столкнуть Иран с Израилем, чтобы Иран погрузился в пучину войны, а это, между прочим, подбрюшье территорий, которые для России представляют национальный исторический интерес. И если Центральная Азия с Закавказьем взорвутся, это все, вот наши южные границы будут полыхать. Я С вам учетом того, скажу, что у нас с этими странами. разрастание конфликта. Да, гуманитарный кризис, а у нас, как известно, значит, как известно, у нас с этими странами со всеми очень плотные отношения, мы сотрудничаем в рамках Евразийского союза, СНГ, значит, у нас нет барьеров соответствующих, да, на границах. И представьте себе, миллионы людей, а мне иранцы сами говорили, что как только, если будет война, часть из них хлынет куда? В Россию, потому что близко, недорого, чего уж греха таить, да, и безопасно. Вот из этих аспектов они будут исходить. И представьте, даже если 3 миллиона хлынет в Россию, да, к сожалению, Россия уже не привыкает в этом плане, потому что украинский как бы, конфликт показал кризис, как люди, там, сколько людей перебежало, значит, в Россию и здесь пытаются найти себе место под солнцем. Но еще дополнительный нагруз и еще нестабильность, а, как известно, Бармалей только спят и видит, чтобы, собственно говоря, Иран взорвался, и чтобы там сразу же, значит, возникли ячейки, значит, террористические, такие как ИГИЛ, запрещенные в России организации и прочее, которые просто-напросто будут просто расшатывать ситуацию безопасности вокруг наших границ. Вот этот некто и думает так, я думаю, мне так кажется, во всяком случае, это мое предположение, вот на несколько ходов вперед. Я с вами соглашусь и скажу то, что я вам благодарен, что вы именно так, в таком ракурсе рассматриваете вопрос, потому что сейчас, как принято говорить в России, был запущен такой мем, ну, такое устойчивое некое фактически ну, высказывание или постулат. А что? Вспыхнет на Ближнем Востоке, оттянется тяжесть конфликта со стороны Украины туда. Да глупо это, не оттянется ничего. То этот конфликт останется конфликтом. Возможно, интенсивность слегка упадет. Да-да, посмотрите, уже НАТО перекидывает свои войска. Во-первых, Израиль не часть НАТО, и никто никакие войска никуда не перекинет. А вот удар по Южному Кавказу, это очень серьезный вопрос. И он серьезен для России. Удар по путям поставки энергоносителей, Россия тоже в этом заинтересована. Удар по, в том числе косвенно, придется и по Турции, и Турция тоже это хорошо понимает, потому что она для России распределяет газовый диспетчер, грубо говоря, голубого потока, а параллельно Турция, ну, насколько ей интересна война, давайте подумаем сами. А ведь Турция придется выбирать свою сторону. А безусловно. А Реджеп на сегодня как-то умудряется поддерживать баланс, когда он выступает перед полумиллионной манифестацией и обещает, что он сделает все, чтобы призвать Израиль к порядку. Это один Реджеп Тайип Эрдоган. Когда, скажем, есть некие экономические отношения, там будет совсем другой Реджеп Тайип Эрдоган. Мы великолепно знаем, что, к сожалению, Реджеп Тайип Эрдоган, ну, или не к сожалению, он политик, но в общем и в целом он не имеет возможности действительно капитально повлиять на ситуацию в районе сектора Газа, что бы он ни говорил. Ну вот как раз общался на днях с нашими общими друзьями и знакомыми, экспертами, и как раз речь зашла об Эрдогане. Говорят, слушай, ну по Эрдогану можно относиться по-разному, опять-таки, вопросов выше крыши, что называется. Но, смотря на Шольца, Макрона и на прочих вот этих товарищей в Европе, конечно, господин Эрдоган выглядит, ну, даже несравнимо с этими людьми. Человек все-таки с авторитетом, человек все-таки как-никак со слова, ну, в целом отвечает. Да? Это, кстати, в начале нашего разговора мы сегодня об этом затронули. Да, опять-таки, нет, не идеально, и, ну, и идеальности нигде нет. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что сегодня Турция, будучи членом НАТО, ведет себя гораздо конструктивнее. Ну, еще, конечно, можно Венгрию и Словакию отметить, но они более слабенькие на фоне Турции. Да, значит, гораздо конструктивнее, чем все остальные европейские ведущие страны. И вот, к сожалению, вот этот конструктив, который сегодня отсутствует у изучаемой вами Франции, у Германии, привели вот к деградации отношений между Россией и Западом. Вы знаете, скажу следующее. Турция сейчас действительно независимый игрок, который строит... Ну, максимально, сколько это возможно. Да-да, который строит свою собственную линию. И есть одна вещь, которая, на мой взгляд, роднит крупных, великих и крупных политиков современности. Если брать, естественно, Владимира Владимировича, если брать Реджепа Тайипа Эрдогана, если брать Ильхама Гейдаровича Алиева, они любят свои народы.
То есть Да, это то, что делают эти высшие они думают о лица, своих народах, они да. думают о своих народах. Потому что то, что я упорно подчеркиваю, понимаете, нельзя вставать на все позиции сразу, как Макрон, сидящий на двух Угодить стульях, американцам. и так и нашим, и вашим, и как угодно, и быть приятно во всех отношениях. Что говорит Путин? Он говорит, ну как угодно, но он исповедует принцип, который Андрей Ильич Фурсов прав. Раньше исповедовали англосаксы, я считаю, что действительно гениальный принцип. Right or wrong, my country. Права, не права, моя страна. Все, точка. Это хорошо для моей страны, она права. Да, есть интересы других стран, да, возможно, придется с этим считаться, но это мы будем выяснять. Но сначала я думаю об интересах своей страны, я никакие блоки не вхожу. Эрдоган говорит, я люблю свой турецкий народ. Простите, кто я, чтобы учить Эрдогана любить турецкий народ? Никто. Он турок, я русский. Вот. Алиев любит азербайджанский народ. Вы что, что-то против имеете, что ли? Он будет любить. А Пашинян любит армянский народ? У меня Я думаю, нет. очень сильные сомнения в этом. Не, у меня много вопросов по этому поводу. Мне казалось, нет. Потому что тот, кто любит свой народ, так к нему не относится. Ну вот это главная формула. Любите, как говорится, свой народ, защищайте его интересы. Точка. Да, именно так. Именно так оно и есть. Александр Германович, у нас, конечно, еще очень много вопросов, но у нас, к сожалению, не осталось сегодня времени. Ой. Поэтому надеемся, что мы оставим эти вопросы, а их довольно немало, на следующие выпуски нашей с вами программы. Я благодарю вас за то, что вы к нам сегодня пришли в студию, уделили нас время, нашли время в своем плотном графике и довольно интересно рассказали нам о текущих событиях. И я думаю, что зрители это, безусловно, оценят по достоинству. Александр Геннадьевич, огромное спасибо, что пришли к нам сегодня. Спасибо. Дорогие друзья, у нас сегодня был в гостях один из ведущих военных экспертов в России, профессор дипломатической академии МИД России Александр Германович Артамонов. Телеграм-канал нашего гостя Артамонов Оборона России. Подписывайтесь, ссылку вы увидите в описании под этим видео. Телеграм-канал Вестник Кавказа, телеграм-канал Ибрагимов, Вестник Кавказа на YouTube и Рутубе. Также подписывайтесь на нас на площадке ВК Видео. С вами был Фархат Ибрагимов. Всего вам доброго и до следующей встречи. До свидания.